Полина Гагарина Reaction. Ребята, всем огромный привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Сегодня мы с вами посмотрим Полину Гагарину. Первый раз на моем канале. Знаете, я хочу сказать, что я очень на самом деле люблю певицу Полину Гагарину. Мне очень нравится ее голос, мне нравится ее харизма сценическая, ее тембр голоса. А еще я очень люблю ее за то, что она нравится моей маме. Моя мама говорит, что у Полины Гагариной какой-то необычный, совершенно узнаваемый голос, который ни с кем не спутать. Ну, в общем-то, любого хорошего артиста, настоящего певца со своей индивидуальностью мы никогда ни с кем не спутаем. Этим Полина Гагарина действительно может гордиться. Ребята, я нашла на ютубе официальный канал Полины Гагариной, и мне бы очень сильно хотелось посмотреть, что Полина Гагарина делает сейчас в своем творчестве. Я посмотрю одно из последних видео, которое Полина, наверное, не Полина, а ее помощники выложили на официальный YouTube канал, и мы с вами вместе заценим творчество. Поехали! А если ты еще не подписан на мой канал, то не забудь нажать на красную кнопочку «Подписаться», а также нажать на колокольчик, чтобы он стал сереньким, и ты не пропускал уведомления о выходе новых видео на моем канале. Вчера премьера клипа 2021. Смотрим Полину Гагарину. О, такое ощущение, что это реклама какого-то блокбастера. О май гад, что происходит? Полина, что вы делаете? Какое-то, знаете, что-то в этом есть в плане какое-то олицетворение, что человек решил поменять полностью свою жизнь, как выбросился из машины, которая ее везла в ее направлении именно, и решила все поменять. И посмотрите, сейчас Полина немножко в другом образе перед нами. Так легко стало вдруг дышать, просто в клетке сорваны замки. Прощай. Ого, вот это да. Это, ну надо же, чтобы вот так. Интересно, как они снимают этот клип? Такое ощущение, что они действительно находятся на мосту. И вот у Полины есть такой вот островочек красненький, где она танцует, прыгает, ползает, в общем-то, переворачивается, кружится. Все, что вот нужно для съемки, да. Это реально на мосту происходит? Мне пора перестать искать капли правды в океане лжи. Прости, сломано то, что не скрыть. Я тебе больше не верю, молча уйдем без истерик. Солнце убивает бессонницу, обгоняя с бешеной скоростью. Вчера. О, Господи. Я переживаю за Полину, которая ходит между машин. Ну, такой стиль музыки я не слушаю, конечно. Ну, такой танцевальный, современный стиль. В общем-то, не такой уж прям уже и современный, можно сказать. Но у Полины очень хорошо в этом стиле звучит голос, и она как-то так вот. В этом стиле она максимально ярко раскрывается. В красном платье, ну, не знаю. Голос сильный, очень сильный голос, вокал, да, это, конечно, безупречно. Безупречно то, как она выглядит, такая худая, красивая, да, успешная. Больше не пытаюсь тебя понять, все это могло держать меня. Вчера, еще вчера. Да, я реально переживаю. Как-то меня так это вводит немножко в ступор, то, что она на мосту между машин,
Это реально машины ездят или что происходит? Ну ладно, может быть, это все нереально, но выглядит это очень реально. Полина в красном платье. Потом она говорит, что стало так легко. А вот вчера... Давайте послушаю текст. Я как-то зрительными образами захвачена, что я даже текст не слышу. Очень красивое платье, очень красиво в этом платье Полина двигается. И вот эта верхняя нота была, которую она сейчас пела. Вчера. Может быть, это ми или фа второй октавы, взятые таким образом в миксте, что ну, только Полина так может. Реально. Так, давайте, короче, сейчас я слушаю только текст. Все. Я смогла заново мечтать. Ну, я так предполагаю, сейчас просто предполагаю, да, что песня о том, что вот вчера было все вот так вот, но в какой-то момент я сказала стоп, решила все поменять, и теперь я могу заново мечтать. В общем-то, мне кажется, в этом смысл. Новое платье красивое, Полина. Я была не я в твоих сетях. Я была не я в твоих сетях. Да, это, в общем-то, и про отношения, что мы, наверное, ищем человека, с которым бы нам хотелось быть вместе по тому параметру, если мы сами по себе принимаем, нас принимают такими, какие мы есть. Мы не хотим на самом деле в жизни никого играть. Мы хотим быть самими собой. И вот Полина говорит об этом, что с тобой была не я. Я была не я с тобой. Вчера двери закрыла, забыла, как я любила, без силы память остыла. Мосты за все я простила, с виду был милым, но был пустым, говорил так красиво. В танце убивая бессонницу. Сейчас я смотрю на худобу Полины, и мне, честно, за нее даже немножко переживательно. Она как балерина. Насколько мне известно, у нее мама танцовщица, может быть, даже балерина в прошлом. И, ну, я думаю, что, наверное, там все под контролем, но, честно говоря, вид это уже немножечко такой анорексивый худобы. Мне, конечно, нравятся худые. Я сама стремилась какое-то время быть очень худой, но потом это мне сильно по здоровью аукнулось, поэтому я перестала это делать. Я надеюсь, что у Полины все хорошо со здоровьем, но выглядит она прямо практически как анорексия. Не знаю. Нет, это вообще это красиво, я люблю худое, но все-таки здоровье для меня важнее. Больше не пытаюсь тебя понять, как это все могло держать меня вчера. Да, ну, в общем-то, это про то, что мы все время стремимся вроде бы понять, да, простить, терпеть. Но как я могла это делать, говорит себе Полина. Зачем? Вчера я это делала. В общем-то, да. У Полины вообще такой образ сильной девушки, которая борется, которая все время борется, отстаивает свои границы, отстаивает свою свободу и ищет настоящее. Да, у Полины, конечно, но очень сильный голос. Это то, чем она так мощно отличается от нашего шоу-бизнеса. Она является такой яркой звездой, да, что касается голоса. Конечно, он безупречен у нее. Уже в невесомости с бешеной скоростью. Да. Нет, Полина, конечно, очень давно уже выглядит вот в этом образе, в таком, мне кажется, еще в 2012 году она уже была такая худая, когда я ее видела воочию на проекте «Голос». Но вот если посмотреть фотографии и, может быть, видео с фабрики, где Полина была там совсем юной,
то, конечно, смотришь, кажется, что это совершенно два разных человека. Обгоняя бессонницу вчера. В танце убиваю бессонницу, обгоняя с бешеной скоростью. Вчера. Ну, кто-то слушает такие песни, да? Песня, конечно, для вокалистов достаточно сложная. То есть, если у вас высокий голос, например, да, вы вокалист, то, возможно, песни Полины Гагариной вам кажутся, ну, не очень сложными, может быть. Но лично для меня, потому что у меня низкий голос, и для меня вообще космическими кажутся вот эти высокие ноты Полины Гагариной, как она их мощно берет, там фа, ми, фа второй октавы, именно в таком качестве, да, в таком качестве, такое ощущение, что она как бы грудью поет верхние ноты. Больше не пытаюсь тебя понять, все это могло держать меня. Еще вчера. Полина такая борющаяся девушка, которая решила все поменять в своей жизни и разрушить то, что ее не устраивает, и построить новую жизнь. Почему бы и нет? Каждый на это имеет право. Ну, если мы не нарушаем закон, да? Я думаю, что Полина ничего не нарушает. Да, как бы ни было больно, в какой-то момент чаша переполняется, либо пузырь лопается, и мы все рушим. Вот такая Полина Гагарина. Потрясающе. Я за. Ребята, еще раз хочу повториться, что вообще артистку Полину Гагарину и ее песни я не слушаю. Ну, как-то этот стиль, в котором она поет, мне не очень близок. Ну, то есть я не буду просто так вот сидеть и слушать эти песни. Но то, что она действительно шикарная, сильная вокалистка, артистка, с мощным голосом, с сильной харизмой и с сильным характером, это действительно даже не надо никому доказывать. В принципе, это можно просто увидеть, посмотрев на нее в каком-нибудь клипе, либо посмотрев ее какое-нибудь интервью. Сразу мы понимаем, что это за сильный человек Полина Гагарина. Голос потрясающий, мощные высокие ноты, тот диапазон голоса, которым я просто восхищаюсь. Голос действительно ни с кем не спутать. Вот просто услышав однажды даже неизвестную для меня песню, если это поет Полина Гагарина, я ее всегда отличу от другого артиста. Я думаю, что вы также. Могу сказать, что Полина Гагарина молодец. Она шикарна. Полина Гагарина, спасибо вам за это ваше сильное творчество. Ну что ж, если вам понравилось мое видео и вам интересно смотреть реакции, то обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, а также будьте подписаны на канал и приходите на премьеры новых видео. А с вами преподаватель вокала Орлеанна.